You think you're going to conquer God by good works. Вы думаете, вы покорите Бога вот этой хорошей своей работой, да? You should just admit you are a sinner. Просто примите, что вы грешники. You will sin. Вы будете грешить. The main thing is to know that God will forgive you. Но главное знать, что Бог вас простит. We are educating people, first of all, how to be human beings. Сначала мы образовываем людей в первую очередь для того, чтобы они поняли, как стать просто людьми, цивилизованными. Human being means to understand the reactions to actions. Человек означает то, что я понимаю, что следует за моими поступками. Just like we were talking about the Yamadutas this morning. Например, мы говорили сегодня о Ямадутах этим утром. I know one devotee. Before she became a devotee, she was a nurse. Я знаю, одна преданная, до того, как она стала преданной, она была медсестрой. And as a nurse, she met a book distributor on the street. И будучи еще медсестрой, она встретила распространителя книг на улице Санкт-Петербурга. And he was trying to distribute to her a 6th canto Bhagavatam about Ajamil, and on the back cover was a picture of the Yamadutas. И он пытался распространить 6-ю песню Шримад Бхагаватама о Джамиле, где на задней стороне, которой на обложке, там есть картина, как вот Ямадуты приходят за Джамилом. And she looked at the picture. Она посмотрела на эту картинку. She said, "Oh, it's them." Это они, она сказала. This looks like what so many dying patients tell me they see. Это вот то, что, о чем говорят эти умирающие пациенты мне, когда они умирают. Вот они описывают их. So she bought the book, read it, and she's been a devotee for 45 years. И вот она купила книгу, прочитала ее, и вот она уже преданная 45 лет. So what you may think is just mythology, other persons are seeing. Поэтому, если вы думаете, считаете какие-то истории мифологии, и другие, есть люди, которые реально не просто верят в это, они знают, что это существует. So, what I was trying to explain this morning is that the Yamadutas are right on a certain level. Что я пытался объяснить сегодня утром, это то, что Ямадуты, они правы на определенном уровне. On the level of good karma, bad karma. На уровне хорошей и плохой кармы. Performing good karma, you go to the heavenly planets, nice situation. Performing bad karma, you go to a hellish situation. Хорошо себя ведешь, идешь на райские планеты, наслаждаешься. Плохо себя ведешь, идешь на адские планеты. Human beings should understand that. И человеческое существо, человек должен понимать это. But so-called human civilization doesn't care what is the next life situation. Но так называемая человеческая цивилизация сегодня вообще их не беспокоит, что будет в следующей жизни. Before you all took up Krishna consciousness, how many of you thought, "Oh, I'm certainly going to go to heaven"? Кто из вас до того, как он встретился с сознанием Кришны, был уверен, что вот все, в следующей жизни точно иду в рай? Raise your hand. Поднимите руки, были такими? No, I don't be afraid. Не стесняйтесь. We didn't know that next life exists. How many of you just didn't think about it at all? Кто из вас просто об этом не думал? Raise your hand. How many thought, I'm going to hell for sure? А кто думал, что точно иду в ад, все. We have some. And I'm going to have a good time on the way to hell. Буду там наслаждаться по пути туда еще. How many of you thought, oh, I'm not going to do what everyone else is doing because I'm going to go to heaven? А кто из вас думал, что не, я не буду делать то, что другие делают, потому что я в рай собрался? I think one person in the back. Вот один сзади там есть. Older person. Уже пожилой. That today would be considered village thinking. Это сегодня уже так, говорится, что так деревенские люди так думают. Taking what the church says very seriously. То, что церковь говорит, воспринимать серьезно. But as you can see, most persons your age never thought about this. Don't think about it. Как видите, большинство вашего возраста люди просто об этом не задумываются. The main thing is, where are the good times? Where is the good sense gratification, good entertainment? Главное это что? Где вечеринка, где хорошее чувство наслаждения, где развлечения? Where's better house, better car? Где лучший дом, лучшая машина?
This is not human life. Но это не человеческая жизнь. So therefore we need to first appreciate that the Yamadutas were right to a certain extent. Поэтому сначала нам нужно оценить все же, что ямадуты были правы до определенного уровня. Ajamil should have gone to hell. Да, Джамила действительно должен был отправиться. He should have been the property of the Yamadutas. Он должен был стать собственностью ямадутов. But the Vishnu Dutas are showing there's a higher level. Но Вишнудуты показывают, вот есть более высокий уровень. Beyond good and bad karma. Он выше, чем просто хорошая и плохая карма. And because Ajamil somehow or other managed to chant the name Narayan without offense, И потому что Джамила так или иначе смог произнести имя Нараяна без оскорблений, he's in the hands of the Vishnu Dutas. он сразу же попал в руки Вишнудута. Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос. Any other questions from this morning? Еще есть вопросы по утренней лекции? About Yamadutas. Okay. Мне кажется, что ямадуты должны беспристрастно наказывать грешника. Иначе, если они пристрастны, со вкусом это делают, то будут правильно. Все по-русски слышали? Если мне кажется, что ямадуты должны действовать беспристрастно, выполняя свою работу, наказывая грешников, а не наслаждаться тем, как они их там мучают, забирают, иначе они берут плохую карму на себя. Правильно ли я это понимаю? So the question is regarding Yamadutas. I think that Yamadutas should do their job without certain angle. They should not enjoy while performing their job, otherwise they take in bad karma of that person. Do I understand it correctly? They are angry because they thought we're doing the right thing. Они злятся, потому что они думают, что они делают правильное дело. And we have been interfered with for no good reason. Тут им помешали без какой-то причины хорошей. We are representatives of Yamaraj. Мы представляем Ямараджа. But Yamaraj's order has been obstructed. Но наставление или инструкция Ямараджа ее кто-то посмел нарушить. Does this mean there's a problem with our master, our boss? Что это значит, что у нас какая-то проблема с нашим хозяином, с нашим боссом? Why should we work for him if his order is blocked? Почему мы должны на него работать, если его приказ нарушается чем-то? You never felt this kind of frustration? Разве мы не чувствовали такого какое-то раздражение сами иногда? I'm doing the right thing and no one understands. Я делаю правильную вещь, а меня никто не понимает. It happens in the Brahmacharya ashram, yeah? Так случается в Брахмачарья ашраме тоже, да? I'm being sincere, I'm doing my duty, and some other brahmachari doesn't understand, he's getting in my way of my service. Я искренне делаю что-то, а другой брахмачарья не понимает и лезет в мое служение, вмешивается в него. Doesn't happen in Ukraine brahmacharya. Вот такое, наверное, не случается в украинском брахмачарье. Okay, maybe only other countries. Может быть, только в других странах. Or sometimes a husband and wife, they become angry at each other. Но иногда также муж и жена тоже злятся друг на друга. You don't understand. Ты не понимаешь. No, you don't understand. Нет, это ты не понимаешь. You never Ты understood. вообще никогда не понимал. You don't even know what understanding Ты means. даже не знаешь, что значит понимать. It happens, yeah? Такое случается тоже, правда? So it's a frustrating feeling Это такое, раздражающее чувство очень. that you're trying to be sincere and do your duty and someone's blocking it. Вы стараетесь быть искренним, выполняете свои обязанности, и тут вам кто-то препятствует. Prabhupada felt that about his family life. You know that, yeah? Прабхупада также чувствовал в своей семейной жизни, он имел это чувство, знаете об этом? Prabhupada wanted a Vaishnava home, Прабхупада всегда хотел, чтобы у него дом был, дом Вайшнава. but his wife just wanted to be like an official Hindu. Ну, его жена, она хотела быть просто такой, индусской, такой религиозной просто. Believe in God, yes, Да, верю в Бога, все в порядке. but don't make your lifestyle so Krishna-centered. Ну, не надо всю свою жизнь, весь образ жизни делать таким уж Кришна-центричным. Visit the temple every once in a while. Сходи в храм иногда. But the main thing is making the whole life as you want.
Но главное делать семейную жизнь, дом, домашний чай, как хочешь, как мы хотим. Whereas Prabhupada wanted an exemplary Vaishnava home. Но Прабхупада хотел примерный дом Вайшнава. He wanted his wife to assist him in that. И он хотел, чтобы жена ему помогала в этом. Just think, ladies, you can think. What if you had such an exalted husband, a resident of the spiritual world, and you totally just were unaware of his glory? Просто подумайте, особенно матушки, подумайте, что вот представьте, у вас муж, он неординарная личность, резидент духовного мира, а вы даже не знаете об этом, о его славе, вы живете с ним. And men, just think. You marry, you want a nice Krishna conscious relationship. А теперь, мужчины, подумайте, вы женились, и вы хотите хорошую семью в сознании Кришны. And your wife just says, simply bring the money, take care of the house, that's all. А ваша жена говорит, да нет, просто деньги приноси в дом и заботься о семье, все, ничего больше не нужно. It's frustrating. Это очень будет раздражать. Of course, Srila Prabhupada was responsible in his household life. Конечно, мы также знаем, что Шрила Прабхупада был очень ответственным в своей семейной жизни. Does everyone here understand that? Все это понимают здесь, себе собравшись? He was not like someone who marries and then does not and has children and neglects the wife and children. Он не был тем, кто просто женился, нарожал, зачал детей и все, и ничего не делал по поводу этого. Prabhupada stayed in his family life for 30 years. Он 30 лет оставался в семейной жизни. What is the Vedic system? Какова ведическая система? The Shastra says, Pancha Sordvam Vanam Vrajit. When you are 50, it's time to go to the forest. В шастрах описывается, вам 50 стукнуло, пора в лес. Now, that Shastric injunction is taking into account that probably the man has been married since he's 25. Но это также подразумевается, что мужчина женился, когда ему было 25. And the woman has been married since she was a teenager, 14 years old. А девушка вышла замуж, когда еще она была в подростковом возрасте, 16 лет. So the Shastra is not advocating household irresponsibility. То есть шастра, она не поощряет неответственность в семейной жизни. Because by the time the man is 50, if he married at 25, he should have a grown-up son. Потому что если он женился в 25, то к 50 годам у него уже есть взрослый сын, To take care of the wife. который может позаботиться о его жене. Why should the man probably have a grown-up son? И почему у него должен родиться сын и вырасти? Because he hasn't had so many girlfriends at all before he was married, and therefore, when it's time to make a child, he has potency to bring into the world a male son. Потому что до женитьбы у него не было куча девушек, с которыми он развлекался, поэтому когда он женится, у него есть вся потенция, чтобы сразу же зачать хорошего сына. So Prabhupada's son was old enough. И Прабхупада, он ушел, когда он уже был достаточно взрослым. After 30 years, he saw his wife will not assist him in carrying out the order of Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur. И вот Прабхупада наблюдал, и уже по истечении 30 лет он понял, что его жена точно не готова меняться и помогать ему вместе его духовному учителю Бхакти-Сиддханта Сарасвати. But he wanted that assistance. Но ему очень необходим был такой ассистент. But she didn't want an active bhakti home. Но не хотелось ей иметь активный такой дом, полный бхакти. So what to do? Что же делать? Prabhupada used to have Namhata meetings in his home. Прабхупада часто проводил намахаты у себя дома. Anyone here have Namhata meetings in their home? У кого здесь дома намахаты есть? Поднимите руки. So what happened at these meetings? Что происходит на этих встречах? Prabhupada would be downstairs having the Namhata meetings, and what would his wife be doing? Прабхупада был внизу, на первом этаже дома, проводил намахату. Что делала его жена? She'd be upstairs with the children. She wouldn't even come down for the meetings. Его жена была просто на верхнем этаже дома с детьми, и она даже не спускалась поприветствовать гостей, ничего. And what was she doing upstairs with the children? А что же она делала наверху с детьми? Drinking tea. Пила чай. You can't imagine how frustrated in that way it was, the situation. Вы даже не представляете, насколько эта ситуация